К нам приходят в основном люди, которые просыпаются среди ночи от остановок дыхания. Это очень опасное состояние, после которого можно не проснуться. Это так называемая внезапная смерть во сне. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как вылечить храп с помощью хирургического лечения. Пожалуйста, посмотрите ролик до конца, информация в нем будет для вас обязательно полезна. И вы можете скачать памятку о том, как можно вылечить храп, если вы нажмете ссылку под этим видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Необходимо сказать, что храпом страдает значительное число населения Земли. Считается, что после 60 лет более половины мужчин храпят и примерно 1/3 женщин. Кроме того, среди храпунов встречаются в основном люди повышенного питания, а также те, у кого имеется нарушение носового дыхания. Мы хирурги, и мы занимаемся хирургическим лечением храпа. Во-первых, это восстановление носового дыхания при перегородках носа кривых, при полипах носа. И во-вторых, это операции на мягком небе, которые очень распространены в последнее время. Мы их выполняем с помощью радиоволновой хирургии, которая является одной из современных вариантов вообще разрезов и коагуляции сосудов. К нам приходят в основном люди, которые храпят сами, которые просыпаются среди ночи от остановок дыхания. И эти остановки, нужно сказать, что это очень опасное состояние, после которого можно не проснуться. Это так называемая внезапная смерть во сне. К нам приходят люди, жены или мужья, которых не могут жить рядом с ними, не могут спать рядом с ними, выселяют их в отдельные комнаты. И мы стараемся этим людям помочь снова приобрести спокойный сон, спокойную жизнь и считать себя здоровыми. Мы оперируем специальными радиоволновыми аппаратами. И у нас есть самый последний вариант хирургического радиоволнового аппарата немецкого производства, это Курис. И мы выполняем эти операции практически амбулаторно. Операция занимает 15-20 минут, и после нее мы на следующий день можем отпустить больных домой. В нашу клинику обратился мужчина средних лет, потому что жена подала на развод. В чем дело, спросили мы его. Оказалось, он очень громко храпит ночью, у него останавливается дыхание ночью. Жена жутко пугается от этого, она его отселила в другую комнату, но это не помогает, и она решила с ним развестись. Он пришел к нам в ужасе и просил помощи. Мы посмотрели его, диагностировали, что вся причина его храпа и остановок дыхания во сне находится в области мягкого неба, которое утолщено, гипертрофировано, и поэтому возникают все эти неприятности ночью. Мы этого больного взяли, соперировали. Операция называется уволополаторезекция. Производится она при помощи специальной радиоволновой аппаратуры. И буквально через 4 дня пациент пришел к нам на осмотр, довольный, сказал, что жена наконец забрала свое заявление о разводе, и у них восстановилась нормальная семейная жизнь. Когда приходят к нам, мы диагностируем у них нарушение носового дыхания, например, искривление перегородки носа. Кстати, искривлением перегородки носа страдает около трети населения Земли. Мы оперируем этих пациентов. Операции выполняются под наркозом в основном, иногда под местным обезболиванием. И эти операции на потоке мы за год оперируем около 700 больных с искривлением перегородки носа. После этой операции больные через 3-4 дня приступают к активной жизни. Можно выписать их на работу, могут заниматься какими-то домашними делами. У них восстанавливается носовое дыхание примерно через 10-12 дней, и абсолютное большинство из них перестают храпеть. Мы этих пациентов наблюдаем, смотрим их, делаем все необходимое для того, чтобы восстановить у них жизненный тонус и отрегулировать нормальный ночной сон. Те пациенты с храпом, а называется храп ронхопатия на самом деле, по-медицински, они приходят к нам, и мы на этапе диагностики стараемся определить причину храпа. Если это причина носовое дыхание, кривая перегородка, полипы носа, то мы, естественно, начинаем заниматься именно с восстановлением носового дыхания. Если причина храпа находится ниже, например, обструкция в глотке
все-таки на уровне мягкого неба, мы, естественно, направляем свои усилия на расширение проходимости воздуха через верхние дыхательные пути. Если у больного имеется, например, ожирение, если у него подпирает диафрагма из-за жира в животе, то, естественно, такие пациенты не оперируются, они для диагностики направляются на полисомнографию, после которой мы решаем, какое лечение необходимо им применить, либо им не показано хирургическое лечение, а показана, например, сипап-терапия. После любых операций теоретически рецидивы бывают, но нужно сказать, что эффективность нашего вмешательства достигает 90% случаев. Именно эта статистика мировая, и мы укладываемся как раз в эти цифры и в нашем отделении, где мы очень давно и эффективно занимаемся лечением больных храпом. Хирургическое лечение храпа – это серьезная достаточно операция, которая выполняется на самой современной аппаратуре. Она не вызывает практически никаких осложнений. Эта операция идет практически бескровно на сухом операционном поле, и мы ни разу не видели серьезных осложнений после этих операций, а эффективность лечения достигает 90% случаев. В клинической больнице номер 29 имени Баумана накоплен большой клинический опыт по хирургическому лечению храпа. Поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, пожалуйста, обращайтесь к нам. Чтобы скачать памятку о видах лечения храпа или записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.